Добрый день, мои дорогие друзья! У нас сегодня расклад, прогноз на неделю с 11 по 17 марта. У нас будет три варианта, первый, второй и третий. Три варианта развития событий. Выбирайте понравившийся вам вариант. У нас здесь по две карты. Хорошей вам недели желаем. Будем смотреть. Первый вариант прогноза на предстоящую неделю. Вы будете весь в эмоциях, очень эмоциональная такая неделя у вас, очень воздушная вся, в размышлениях каких-то вы будете о жизни, о семье, о том, что вам хочется или вам чего-то не хочется. Никаких определенностей, только вот мысли у вас почему-то, мысли и чувства. Знаете, ощущение такое, как будто вот вы к маме приехали домой, вы весь такой в эмоциях, весь в спокойствии, в таком расслабленном состоянии, уютно, спокойно, в общем, такая благостное такое состояние. Хорошая неделя. По работе. Ну, тут также все спокойно, стабильно у нас. Возможно, какие-то денежные поступления будут. Творчески вы как-то будете решать вопросы все на работе. Здесь совет, вот, может быть, кто-то или вы, может быть, попросит какой-то помощи, или вообще даже не о помощи речь идет, а в целом о коллегах. Вы можете себе как-то придумывать их. Коллеги нам не родственники и не друзья, поэтому сильно раскрываться перед ними не стоит. Можете ошибиться в людях на этой неделе, да. Внимательнее здесь будьте. По отношениям. Если отношения уже есть, тут все прекрасно. Забота, поддержка, внимание, все мысли друг о друге, воодушевление такое партнером. Очень хорошая неделя для отношений. А если отношений нет, то для мужчин здесь, тут больше для мужчин. Вы встретите женщину такую заботливую, внимательную. Вот только самое главное, вы сами себе ее не придумываете. Не придумываете человеку, не приписываете ему каких-то качеств, которые вы не видите. Вы можете придумать себе человека, но не видеть его изнутри, какой на самом деле. Поэтому человек хороший придет, но вы можете еще много большего к нему приписать, так что не нужно. По здоровью, ну, поскольку будете расслаблены и в эмоциях, вот если расслаблены, в принципе, и даже если слишком эмоциональны, здесь может быть какое-то переедание, могут быть из-за ленности какой-то, знаете, когда не хочется ничего делать, все уютно, прекрасно, могут быть какие-то отеки. Еще по невнимательности, эмоциональности могут быть какие-то отравления. Так что по здоровью здесь внимательно будьте, пожалуйста. И сильно нервничать, конечно же, не надо, потому что неделя у нас вся очень эмоциональная будет. Сильно нервничать не нужно. Нервные клетки у нас не восстанавливаются. Так, ну и совет на неделю по картам. Будьте чуткими, творческими, решайте вопросы творческим путем. Вы на этой неделе, у вас очень развито именно это направление. Будьте искренними, будьте мягкими, будьте самим собой. Хорошей вам недели, обнимаю. Второй вариант прогноза на неделю. Ага. Денежная у вас будет неделя. Да, денежная и в размышлениях вся. Может быть, принятие решений каких-то жизненно важных. Но не глупые такие мысли у вас будут в течение всей недели. И события, скорее всего, такие, которые
будут казаться именно того, как вам в жизни дальше нужно будет поступить. Ну, да, не пустые какие-то мысли, не мечтательные, а именно такие нужные. И главное, вы не отказывайтесь от каких-то своих правил. Если вы себе какое-то правило установили, там, не знаю, я не буду курить, или я там не буду есть сладкое, там, не знаю, неделю, вы тогда придерживаетесь своих правил, потому что будет очень много каких-то провокаций к тому, чтобы вы изменили своим правилам, и вы можете в них попасться, и вы, во-первых, то, что вы сами себе слова не сдержали этого, для вас будет как-то не очень лицеприятно, вам самим будет неприятно, что вы не сдержали себе это слово, а если перед другим человеком вы это не сдержали, то вам еще, возможно, это будет неприятно, потому что человек будет думать, что вы не держите свое слово. И поскольку у нас неделя денежная, то тут еще, конечно же, разумно тратить деньги. Аккуратно думать, куда мы их будем тратить. По работе. По работе. Ну, тут все хорошо, в принципе, хорошо все, как обычно. Советы, может быть, вы какие-то советы будете давать, может быть, даже тут, скорее всего, вы будете давать советы. К вам могут обратиться человек, вы только себя высокомерно не ведите, что типа я там снизошел до тебя, чтобы дать тебе совет. Нет, просто помогите человеку, а потом человек поможет вам. Возможно, здесь также повышение должности, повышение. То есть денежная неделя может быть, потому что у вас могут быть поступления в дальнейшем, то есть повышение зарплаты, то есть повышение должности, повышение зарплаты. Вам как более опытному сотруднику предложат какое-то повышение, то есть ваш труд оценят больше, чем вы сейчас получаете. Вы соглашаетесь, вы это потянете, вы это сможете, у вас на это есть и знания, и силы. Так, по отношениям на следующей неделе. Отношения тут спокойные, хорошие, комфортные, благополучные, очень такие духовные, друг от друга думаете. Вот если отношений нет, то, возможно, вы встретите, для женщин, да, здесь, то вы встретите мужчину такого, очень такого статусного, благополучного человека, который, за которым вы будете как за каменной стеной, настоящего мужчину таким, знаете, возможно, предложение руки, сердца, получение. Но здесь предостережение, не придумывайте себе, опять же, человека, посмотрите, возможно, человек что-то может скрывать от вас, что лично вам может совсем не понравиться, что вы можете совсем быть, вот это неприемлемо может быть как-то для вас. То есть он всем хорош, прекрасен, но может быть у человека такой скелет в шкафу, который вы никак не можете принять. Вот здесь будьте внимательны. А в целом союз будет благоприятный. А по здоровью, тут по здоровью все хорошо, будьте внимательны к себе, думайте о себе, будьте бережны к себе, относитесь к своему здоровью, к самому себе бережнее относитесь. Тут особо никаких. Если болели, то выздоровеете. Хорошее здоровье на этой неделе будет. Ну и совет, не пускайте все на самотек, решайте все сами. Все посчитайте, просчитайте, подумайте, обдумайте, обмозгуйте, посмотрите со всех сторон, найдите плюсы и минусы в решении ситуации. Не оставляйте ситуацию нерешенной. Если вы не знаете, как поступить, то, естественно, спросите совета у более опытного и мудрого человека. Хорошей вам недели, обнимаю. Третий вариант прогноза на следующую неделю. Интересная у вас неделя. Неделя такая, неделя спокойная, но вы будете очень почему-то как-то расстроены, вам будет скучно от того, что такое спокойствие, прям ничего не происходит, и вы очень сильно будете в этом почему-то расстроены. Скучно вам будет от этого спокойствия, вот именно.
Вы к чему-то шли, вот к чему-то шли, и не получив, поняли, что вам это не нужно, и вот теперь сидите и думаете, а куда же вам дальше пойти. И вам неделя эта дана для того, чтобы вы сделали именно вывод из того, что вот туда, куда вы шли, вы куда-то бежали, определенные цели пытались добиться. И вот эта неделя спокойствия для того, чтобы вы сделали вывод, а нужно вам это или нет. По работе. По работе. Ну, скучно вам тут будет, что я могу сказать. Скучно вам все будет, все как обычно, ничего нового. Но, кстати, не потому, что ничего нового нет, а потому, что вы сами не хотите. Вы сами не хотите. Вот пришли на работу, отработали, ушли. Ничего не хотите. Возможности есть, но вы их не видите. И не хотите видеть. По отношениям здесь, ну, такое же, знаете, тоже скука. Устали друг от друга, хочется побыть одному. Может даже казаться, что отношения вам уже не нужны. И опять же, я вернусь к тому, что я говорила. Неделя вам дана это для того, чтобы вы подумали, решили в своей жизни, что вам нужно. Вы представьте, что этого человека, который с вами рядом, и который вы думаете, что вам наскучил, а действительно ли он вам не нужен. А представьте, что будет, если его не будет рядом. Если его уже сейчас нет. Как вы себя чувствуете? Комфортно вам? Что его нет рядом, или некомфортно. Подумайте. По здоровью. По здоровью. Но вы знаете, вот вы будете в какой-то скуке, в апатии, в депрессии, может быть, даже какой-то. В депрессию впадать не нужно. Вот вы сами можете спровоцировать у себя целую кучу болезней. Прям вот не нужно сидеть вот это вот и у меня палец сломан, я тыкаю себе везде, а мне от этого везде больно, а проблема просто в сломанном пальце. Вы не видите саму причину, и вы только сами вы сможете себе помочь. И вы же сами сможете себе сделать невыносимо больно, поэтому вы сделайте вывод, что эта неделя вам дана не для того, чтобы сидеть и ничего не делать. Эта неделя вам дана для того, чтобы вы провели ее для себя с пользой. Если вы куда-то, может быть, у вас до этой недели была очень активная какая-то деятельность, вы как-то очень что-то бурно делали, активно куда-то двигались и так далее. Эта неделя вам дана для того, чтобы вы передохнули, сделали себе отдых, может быть, даже в санаторий поехали отдохнуть. Может быть, вы как-то очень сильно переживали предыдущие дни. И вот эта неделя вам дана для того, чтобы вы посвятили ее для себя, для своего здоровья, для своего успокоения. Полюбите себя. Совет, естественно, будет: позаботьтесь о себе, сделайте паузу, сделайте какую-то передышку. Вы, возможно, бегали как белка в колесе. Опять я возвращаюсь к тому, что у вас было что-то слишком... Вы как-то себя очень сильно... Вы себя как-то за шкирку, я бы сказала, себя как-то тащили и тянули к тому, чего вы хотите, или к тому, к чему вы стремитесь. И вот эта неделя вам дана, чтобы вы сделали вывод. Вы дали, во-первых, себе передышку. Вы дали себе возможность отдохнуть, а во-вторых, вы поняли, а для чего и зачем вы все это делаете. Хорошей вам недели. Обнимаю.